Комик, который волей случая изменил японские гангстерские фильмы до неузнаваемости, вдохнув в них новую жизнь. Один из любимых режиссеров Квентина Тарантино. Режиссер, который не сыскал большой любви на родине. Человек, который изменил жанр фильмов про якудза, придя в него из комедии. Этот человек Такеши Китано. Режиссер, который не захотел в Голливуд. И именно об этом его первый и единственный голливудский фильм «Брат якудзы». Если вам нравится кино и его разбор, обязательно подписывайтесь на канал. Уже сейчас каждый может найти в нем что-то по вкусу. И многое еще появится. Приступим. Это канал Jumpcut и добро пожаловать. Вообще сам фильм называется просто «Брат». Но чтобы не вводить никого в сумбур, я все-таки остановлюсь на непрямом переводе. История Такеши Китано вообще довольно интересный пример именно творческого человека. Сильно вдаваться не буду, так как имеются ролики, в которых уже об этом рассказали. Как, например, Грег раскрыл довольно неплохо жизнь этого режиссера. Но для контекста и понимания, какой он человек, по некоторым деталям все-таки пройдемся. Китано у себя на родине известен не по своему полному имени, а по псевдониму Beat Takeshi. Как я говорил в начале, популярность на родине он приобрел как комик. В 1970-х годах он создал комедийный дуэт со своим другом Ниро Канека, также известным как Киоси Канека. Они взяли сценические псевдонимы Beat Takeshi и Beat Kiyoshi. Вместе они назвали себя Two Beats. Ну да, очень оригинально. В такого рода дуэтной комедии, известной в Японии как манзай, обычно много быстрых перепалок между двумя исполнителями. Киоси играл серьезного человека, Цукоми, в противовес веселому человеку Боке, Такеши. В 1976 году они впервые выступили на ТВ и добились успеха, что вывело их на национальную сцену. Причина их популярности во многом связана с материалом Китано, который был гораздо более рискованным, чем традиционный манзай. Познакомившись с его фильмами, зная Такеши лишь как актера кино, меня очень удивило, что знаменит он стал не благодаря этому. В моей голове на тот момент, а именно в подростковом возрасте, он отложился как трагичный герой, не многословный, проявляющий чувства лишь в критические моменты. Из-за своей славы на ТВ появление в кино было лишь вопросом времени. Его первая крупная роль в кино была в фильме «Счастливого Рождества» мистер Лоуренс, который комедийный точно не назовешь. Он сыграл сержанта в лагере военнопленных времен Второй мировой и, по своим словам, считал, что справился достойно. Но, к сожалению, одного фильма мало, чтобы полноценно показать людям смену амплуа. Китано словно ждал момента, ждал проекта, который изменит его жизнь и который сможет полноценно перевоплотить его в того, кого мы привыкли видеть. Жестокий полицейский. У этого кино довольно интересная история. То, что оно получилось именно таким, поспособствовала перепалка между Такеши Китано и изначальным режиссером проекта Кидзи Фукусаку. Есть аж 3 версии, почему Фукусаку покинул проект. Первая, он и продюсер картины не могли найти компромисс. Продюсер хотел больше экшн-сцен. Второе, у главной звезды фильма Китано и Фукусаку были разные взгляды на то, каким должен стать фильм. Китано хотел работать по правилу одного дубля, что впоследствии станет его главным законом в своих фильмах. И третье, так как Такеши был звездой на ТВ, график его работы не сильно совпадал с желаемым графиком Фукусаки. И впоследствии вся эта неопределенность ему просто надоела. В общем, режиссер покинул проект, и продюсер предложил взять бразды правления своей главной звезде. Как вы понимаете, Китано согласился, но с 2 условиями. Полная творческая свобода и возможность перекраивать сюжет. Деваться было некуда, условия были исполнены. И старт карьеры Такеши как режиссера можно назвать успешным. Умеренный успех как на родине, так и на международном рынке. 83% от критиков и 81% на Rotten Tomatoes. Кинокритики начали поговаривать, что Китано привнес в классические фильмы о якудзе поэзию и философские идеи. В принципе, до прихода Такеши в кино фильмы о якудзе были иными. В них бандиты выглядели, как бы это странно ни звучало, круто. Ну, это не удивительно, ведь в то время все более-менее крупное кинопроизводство и курировалось якудзой. Такеши смог пересобрать жанр, который находился на грани смерти, и вдохнул в него новую жизнь, сделав его более чувственным, но сохранив основоположные принципы: молчаливый, суровый главный герой и, конечно, насилие.
И все его намеченные приемы максимально сформировались в его 4-м фильме «Сонатина». Мы его касаться не будем, но в контексте первой и единственной голливудской картины он важен. Если бы хотели ролик об этом фильме, пишите в комментариях. Данный линз Китано отточил все свои приемы до блеска, что не осталось незамеченным. Критики были в восторге. Фильм представили европейской публике на Каннском кинофестивале. Жан-Пьер Дионе, издатель-телеведущий, купил права на показ этого фильма во Франции. Кстати, как и 3 прошлых. Квентин Тарантино часто признавался в любви к Такеши и его фильмам. Настолько, что купил права на показ и дистрибьюцию Сонатины на территории Северной Америки. Успех можно было бы назвать оглушительным, если бы данная картина была хорошо принята и на родине. Но, к сожалению, известность Китано как комика мешала успеху его кинокарьеры на родине. Вообще иронично, он смог попасть в кино благодаря комедии, но не может стать успешным из-за комедии. Потому, конечно же, Такеши Китано стал для западной аудитории неограненным алмазом. И теперь в историю присоединяется кинокомпания Henway Films и Джереми Томас. Именно он предложил Китано заняться зарубежным проектом, непосредственно не на родине жанра. Вроде выигрышный вариант и логичный. На родине его кинокарьера не сильно в фаворе, значит, в данном положении дел его должен был ожидать успех, так ведь? Фильм не сыскал любви, и Такеши сказал, что недоволен картиной, и впредь снимать кино на Западе не собирается. И вроде как все очевидно. Попробовал, не получилось, больше не буду пытаться. Но вы знаете, меня не покидает мысль иная. Причем она образовалась еще при первом просмотре. И чтобы подвести к ней правильно, для начала войдем в контекст. А именно в сюжет. Ямамото, старый прожженный якудза, приезжает в Лос-Анджелес. Очень люблю начало фильма. Музыка Джо Хисаши и первым кадром появления Такеши. Как по мне, данный эпизод сразу дает понимание о его месте в этом новом для него мире. Он абсолютно отрешенный, несмотря на вес и важность его в кадре. Ощущается то, насколько он лишний в нем. Буквально по первым секундам удалось передать всю идею. Кстати, не смысловое, скорее монтажное решение. Китано в сцене стоит, наклонив голову влево, и в кадре следом камера наклонена именно на левую сторону. Ямамото приехал к своему младшему сводному брату по причине проблем на родине. Во время войны между кланами босса и его семьи убивают, и остатки последователей решают уйти в противоборствующий клан, но Аники отказался. Как говорится, это не по-пацански. Новообретенным участникам и непосредственно Хараде, брату не по крови, герою Китано, приказывает его устранить, видимо для проверки лояльности. Конечно, Харада не смог этого сделать и попросил Аники исчезнуть. Он вместе с остатками лояльных людей собрали деньги, вот только сумку не успели подобрать получше. Самое важное, что нужно приметить в этом отрезке, это день рождения Харады. В новых документах Ямамото лежала дата дня рождения его брата. Ему не хотелось, чтобы он о ней забыл. Важно это для финальной мысли. Back in USA. В поисках своего брата Аники сталкивается с афроамериканцем, который пытается развести его на деньги с помощью бутылки вина. В общем, он отказался от первого и от вилки в глаз, но наш герой умеет импровизировать. В конечном итоге брата Кена он находит. Кен максимально американизировался и вместо учебы, для которой оказывается наш герой его, и отправил в Штаты, продает, скажем так, продукт Хайзенберга. Кен словно как в ситкоме живет со своими друзьями, как и промышляет. И оказывается, что тот самый парень с вином тоже его товарищ, Дэнни. Они оба друг друга узнают, но будто не придают этому значения. Аники узнает о стиле жизни своего младшего брата, случайно увидев его разборку с поставщиком. В этой вселенной Сукра не добрался до Fox River. Кто стар настолько же, пишите в комментарии. Аники прописывает сначала поставщику, а чуть позже своему брату. За то, что он такой... Хорошо поставленный удар не остается забытым, и буквально практически сразу за Аники приходят люди Сукра. Попытка вывести нашего героя в лес или пляж, все-таки LA, ни к чему не приводит, потому что до места назначения они так и не доезжают. И, скажем так, Сукра пытались догнать хорошие мысли, идельные идеи, но по дороге он потерял голову. Король погиб, да здравствует король. Нет, он лишь винтик в системе. Аники собирается забрать бизнес безбашенного Сукра, но для этого нужно встретиться с боссами. Встреча назначена. И парни находятся в паническом ожидании, ведь не ясно, поступит ли ответ, или ответом будет лысый почтальон со штрих-кодом на затылке. Они полны страха.
но не Аники. Он словно по заветам Бусида готов в любой момент пасть в битве. И тут приходит тот, кого не ожидал никто. Прошлое вернулось. Ката приехал к Анике, его правая рука. И знаете, это моя любимая сцена во всем фильме. Аники и Ката сидят, угорают, выглядят как два шкета, а парни на заднем фоне диву даются, что старший брат Кена гангстер, а Ката его правая рука. И эта серьезность на фоне ребячества двух друзей прям веселит, мило и смешно. Ответ поступил, и встреча назначена. Аники с братвой зачищают и верхушку, попутно цитируя сцену из «Первого крестного отца», а именно сцену с пистолетом в туалете. В фильме Китана иронично данный прием для группы Аники не срабатывает, но наш герой, да и сам Такеши режиссер, умеет импровизировать. Вообще данный момент, как по мне, отдает метафорой. В кино Такеши Китано данный красивый и кажется удачный пируэт не работает. Но работает кустарный, немного неряшливый, но оттого элегантный. И не могу отделаться от мысли. Разговор главарей с Аники словно диалог со студийными боссами, которые хотят заговорить ему зубы, чтобы использовать, а после избавиться, когда выдают досуха. Аники очень стильно расправляется с ними. Проходит какое-то время, и ребята поднялись. Деньги, влияние, у них все в ажуре. Единственное, кого не волнует новообретенный успех, это нашего главного героя. Он словно, несмотря на все, также чувствует себя лишним. Единственное, что вызывает эмоции у нашего главного героя, это новообретенная дружба с Дэнни. А ведь началось все с игры в кости, в которой Аники жульничал, проделав дырку в бумажном стаканчике. Всем же остальным мало того, что имеется на руках, потому они хотят объединиться с уже устоявшимся игроком Шираса, боссом маленького Токио. Шираса является довольно опасным человеком, на что Кен в хвастливой и уверенной форме отвечает: как и мы. Навстречу идет Кен и Ката, и, к слову, она не задается от слова совсем. Шираса не воспринимает их всерьез, что приходит к конфликту и отказу. Но Ката готов на все ради своего брата. До сих пор считаю эту сцену одной из самых драматичных. Как он со смирением готов отдать свою жизнь. Несмотря на довольно конфликтный диалог, Ката до конца верил в принципы и заветы, по которым жили они на родине, как жил и Шираса. И потому он доверился ему и отдал свою жизнь. Улыбка с некой обреченностью в глазах. Каждый раз, смотря эту сцену, становится не по себе. На самом деле, любое насилие в фильмах Китано воспринимается похожим образом. Я долго не мог подобрать слова к описанию ощущений и, наверное, наконец добрался до чего-то более-менее осязаемого. Оно ощущается бессмысленным. Обычно мы привыкли видеть, что за всем этим стоит месть, корысть, ненависть или что-либо еще. Но именно в фильмах Китано оно ощущается иначе. Мы чуть расширенно коснемся этого в финале. Продолжим далее по сюжету. Жертва Ката не прошла зря. Шираса пришел на поминальную службу, чтобы отдать дань человеку чести, несмотря на возможный исход. И все завертелось. Как ураганом, пройдясь по Лос-Анджелесу, семья Аники захватывает бизнес за бизнесом. Они стали силой, с которой нельзя не считаться. До тех пор, пока к ним не стучится Коза Ностра, желая забрать половину всех доходов семьи. Что приводит к войне. Очень занятно, что Шираса, который любил говорить, что он якудза старой школы, чтит законы и живет по принципам родного края, погибает один в один, как в старых голливудских фильмах. Бесславно, без боя, словно его смерть не важна. И это на самом деле довольно важная часть фильма. Смерть персонажей в ней показана, хотя иногда слово «показано» не подходит, довольно необычным образом. Противники семьи отлетают смачно, по всем критериям фильма про якудзу. А вот гибель членов семьи Аники, смерть Ширасы или, например, гибель новичка с остатками солдатов семьи, все это происходит бесславно, грязно и словно на заднем фоне. Итальянцы скосили практически всю семью, и в живых остались лишь те, с кого все и начиналось. Аники забирает сумку с вещами, и они едут к Дэнни в родительский дом. Но, к сожалению, Коза Ностра уже и там побывала. Остатки преступной семьи разбегаются в разные стороны, понимая серьезность положения. Даже Кен убегает, оставляя своего брата. А Аники остается с Дэнни, чтобы помочь отомстить своему другу. Что удивительно, месть они не совершают. Похищают босса клана, возят его в пустыню и играются с ним. Но у Аники был план. Он обставляет так, чтобы босс мафии думал, что Дэнни был убит руками своего друга.
под дулом пистолета отдает свою сумку и заставляет уехать. Напоследок сказав, что это был он. Дэнни, твой глаз. Это я порезал. Я знаю, брат. Аники отпускает босса и приходит в придорожную закусочную, в которой лишь хозяин стоит за баром. В этот момент подъезжают автомобили, из которых выходят люди с автоматами. Аники давно этого ждал, и поэтому, дав денег хозяину на ремонт, он выходит на улицу. Дэнни в этот момент едет в неизвестность, в полном непонимании поступка своего брата, до тех пор, пока не открывает сумку. Это та сумка с деньгами, которую собирали Аники. И кое-что еще. Дырявый стаканчик, с помощью которого Аники обыгрывал Дэнни, и записка. Здесь $60, которые я должен тебе за обман, плюс проценты. Твой брат Ямамото. Ну, блин. Сюжет фильма абсолютно незатейливый, я бы даже сказал, сценарий фильмов не высшей категории. Но ленты Китано всегда были не про форму, а про наполнение. Всю клишированную историю о якудзе в Америке Такеши наполнил как наивностью, ребячеством, так и более глубокими смыслами. Начнем, наверное, с самых главных вещей, которые присущи фильмам Такеши: иронии и абсурду. Не стоит забывать, что Китано в первую очередь комик. Поэтому два этих понятия, простите за тавтологию, абсолютно понятны ему. И весь фильм этим пропитан. Босс, который, несмотря на опасность, идет именно туда, где его и ожидали. Честь и импульсивность, которая не стоит ничего. Или те же сэппуку, когда Харада, чтобы доказать что-то, показывает, какого цвета он внутри. И буквально через десяток секунд другой, кто хотел это узнать, из пятипалого якудзы превращается в четырехпалого Фрэнки. Такеши не романтизирует бандитизм, а показывает тупость и бессмысленность их законов и догм. И как только вы поймете, что именно абсурдность движет Китано при показе данной истории, могу сказать точно: на фильм вы будете смотреть абсолютно иначе. Что важно, абсурдность по Китано имеет корни и в насилии, которое он показывает. Оно очень резкое и хлесткое, и чаще всего до или после сцены следует еще более оглушительная тишина. Но важно не это. Часто оно сопровождается детским ребячеством, как, например, та же сцена с предложением Дэнни пари. Если убьешь его с одного выстрела, он даст тебе $10. Словно жестокость и детская наивность переплетаются между собой. Этот контраст становится мощной метафорой бессмысленности насилия и его непрекращающегося цикла. Истоки его прорастают в импульсах, они являются, скажем так, осознанным выбором. Немаловажно, я считаю, что Аники, как и Кен, являются именно сводными братьями, которые выросли в приюте. И это меня натолкнуло на такую мысль. В фильме «Насилие» — это неосознанное повторение травматических паттернов. То, чему их только и научили. Этому исследованию абсурдным правилам. Персонажи ведут себя словно как дети, их действия лишены смысла, но именно в этом и заключается трагедия. Насилие становится привычкой, как детская игра, которая со временем становится смертельно опасной. Но большая трагедия происходит с главным героем. Как я говорил в начале, первым кадром складывается ощущение отчужденности главного героя, несмотря на вес в кадре. Но здесь имеется кое-что еще. Пустота. За фасадом харизматичного героя прячется человек, чья жизнь пуста. На это, я думаю, намекает сцена, когда Аники снимает рубашку в номере отеля, и мы видим ту самую известную татуировку якудзы. Он старый, потрепанный жизнью. И все, что у него осталось от прошлого, это татуировка, на которую он даже не может и взглянуть. Он не знает цену деньгам, не умеет водить. Кстати, уверен, эта сцена была референсом для той же самой в «Сопрано», когда Фьюрио возвращается в Нью-Джерси. В общем, с учетом всех вводных, мы приходим к главному. У героя кризис идентичности. Чую, это своеобразная аллюзия на исторические события, которые происходили в Японии, когда лопнул экономический пузырь, и люди, работавшие десятилетиями в компаниях, потеряли свою работу.
Больше я об этом рассказал в отличном ролике о фильме «Лекарство» или «Снадобье», кому как больше нравится. Обязательно посмотрите. Для Аники семья, клан был единственным смыслом в жизни. И в один миг все закончилось. Все, что им двигало, все, чем он дышал, в одночасье перестало иметь смысл. Также длительные паузы и статичные кадры подчеркивают внутреннюю пустоту Ямамото. Эдакий контраст с динамичным насилием подчеркивает его духовный кризис. Поэтому мне кажется, что он отправился в Америку в надежде, что Кен покажет ему иной путь. Но увидев ровно те же водные, Аники решил сыграть ту же карту, что и на родине. Новая семья, созданная из маргинальных друзей Кена, это попытка реанимировать устаревшие ценности в условиях новых реалий. И можно сказать, что это работало до поры до времени. Он создает новую семью, но не способен научить ее чему-то, кроме методов уничтожения врагов. Его отстранение от дел в середине фильма — это своеобразный кризис отца, который осознает, что передал своим детям только разрушение, а не мудрость. Также на отстранение повлияла смерть Ката. Аники после этого момента углубляется в свой кризис, словно он осознал суть, и ребячество практически ушло. Насилие перестало быть игрой, и Аники обрел связь с реальностью. Финальная игра с боссом, я считаю, отделена от этого, ведь убийство не было финальной целью. Но само это действие обретает довольно важный символ. Каждый натянутый шнур — это попытка контролировать хаос криминальной жизни. Но в итоге все зависит от случайности. Это аллюзия на то, как гангстеры игнорируют последствия своих действий, считая их частью игры, где победитель определяется не логикой, а волей случая. И весело или нет, зависит лишь от того, кто дергает за ниточки. Так почему Аники отдал сумку с деньгами Дэнни и заставил уйти? Я думаю, это попытка компенсировать ошибки. Попытка вылезти хоть напоследок из цикла разрушения. Но, к сожалению, деньги символизируют наследие. Насилие, которое невозможно очистить. Если говорить о пустоте и фигуре учителя Аники, то передает он не знания и горький опыт. Новому поколению достаются инструменты для продолжения цикла. Но что же до кончины Аники? Вот тут мы переходим к главной теме, которая и вынесена в название. Главный герой попадает на задворки западного мира, где сидит в забегаловке, в которой хозяин заведения — японец. Говорит о том, что вы, японцы, такие непостижимые. Вы, японцы, такие непостижимые. За Аники приезжает мафия, и его жизнь заканчивается по законам вестернов. Кстати, владельца кафе играет Тед Харина при рождении Тадаши Хорино, японец, родившийся в Сиэтле и игравший в большей степени стереотипичные роли. Фильм словно метафора самого опыта Китана в снятии фильма на Западе. Он приезжает в Лос-Анджелес найти себя, не понимая правил этого нового мира. Он берется за дело, используя свои законы, и с одной стороны у него все идет по маслу, но вот все это не настоящее. Как суши-бар в LA или вместо строгих костюмов, которые носят Аники и Ката, остальные одеты в западном стиле, цепочки, широкие штанины и так далее. Он может дать и показать им инструменты, но не может объяснить их суть. То, что в нужных руках превращает это в нечто иное. И Такеши понимает, как бы ты ни мимикрировал, пытаясь показать, что ты не забыл корни, все это всего лишь обман. Как Шираса говорит о чести, старой школе, но в нем нет ни уважения, ни той самой чести. Ну и погибает он в стиле клише боевиков. Такеши не может противостоять устоявшейся системе, так как его подход иной, он непостижим и загадочен. И Гитана все это понимает, что его не поймут. И сидя в закусочной, в одном из символов западного мира, разговаривающий с мимикрирующим японцем, он решает выйти на свет. К зрителям, критикам и продюсерам. Он лучше останется верен себе, своему видению, своим корням и потерпит поражение, чем останется на задворках западного кино. Финал брата Якудзы — это не трагедия, а отказ от иллюзий. Китана понимает, Голливуд не примет его правила, а его зритель — его язык. Такеши Китана — настоящий человек искусства, который невольно защитил себя от превращения в студийный инструмент. Его иронию и визуализацию абсурда никто не понял. Ни зрители, ни критики. Но это для него не важно. Он сделал кое-что поважнее.
Он вышел с высоко поднятой головой и, несмотря на исход, сохранил себя и свое видение данного искусства.